Друзья, всем привет! Сегодня очередное видео с темой очарования и разочарования, получается, января текущего месяца. Да, в этом месяце уже первое в этом году видео выходило, в котором я показывал орхидеи в своих первых цветениях, мои ожидания и какая оказалась реальность. И вот сегодня второе видео января, в котором я вам покажу орхидеи, которые меня разочаровали окончательно, и орхидеи, которые меня просто так зацепили за сердце. Они меня так очаровали, что я просто смотрю и балдею на них. Но начнем с плохого. Да, с плохого, с разочарования. Буквально сегодня много в этом видео будет орхидей. Покажу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, друзья, 10 цветущих орхидей. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Да, 10, все верно. Хотел показать больше, но не помещаются здесь на столе. Я их пока вынес за кадр. Итак, друзья, буквально пару дней назад я, бороздя просторы интернета, а именно социальной сети ВКонтакте, забрел на страничку к одному из продавцов, торгующих цветущими орхидеями, хорошими, роскошными, и увидел объявление, продающуюся орхидею за 27 тысяч рублей. Не скажу, что, знаете, сорт особо редкий, но скажем, такой, не каждый день встретишь такую орхидею именно в мутационном цветении. Ни для кого из вас не секрет, тех, кто смотрит канал последние 2 года, знают, что мы активно собираем на нашем канале бабочек, причем не обычных бабочек, а вот интересных, с защипами на боковых лепесточках, такие эксклюзивные орхидеечки. И вот я увидел такую орхидею и посмотрел на ценник и решил сегодня снять очередное видео с разочарованием. И разочарованием в том, что не получил ту или иную орхидею, и с потраченными деньгами вот так на ветер. За эти суммы можно было 10 стандартных, обычных, как минимум, даже больше орхидей купить. Итак, друзья, начну с орхидеи, которую точно так же, как и увидел в интернете, в социальной сети у продавца бабочку, я купил в прошлом году вот такую вот интересную орхидею Prosecco. Продавалась под именем она Prosecco, бабочка. Бирка у меня все есть, она была цветущая. И действительно, продавец мне прислал эту орхидею с 2 уже увядающими цветочками. Но по цветочкам было видно, что орхидея имеет на боковых лепестках защипы, что это орхидея бабочка. По всем остальным цветочкам их не было, они были отсушены, и они были в том состоянии, по которым трудно определить, является ли бабочка, является орхидея бабочкой. И вот и что сказать, что в обычном стандартном цветении бабочка, точнее обычная Prosecco, стоит там от 800 до 1500, кто-то там бывает и дороже, но средняя цена 1200 рублей орхидея Prosecco. Но в цветении бабочки она стоит в разы. Именно в разы дороже. То есть она может стоить и 4, и 5, и 6, и даже больше тысяч в зависимости от нестандартности этой мутации. И вот, друзья, наша бабочка зацвела в первом домашнем цветении. Показываю. Во-первых, никакой мутации с защипами на боковых цветочках, лепестках мы не видим. То есть орхидея после магазинного цветения процвела обычным стандартом. Видите, никаких защипов нету на ней. То есть обычная орхидея. Во-вторых, четко видно, что на Prosecco даже
эта орхидея, имея ярко выраженные вот такие вот кант вокруг лепестков, вокруг лепестков по кругу, ну, ничего, в принципе, особо, только издалека, если вот, может быть, просеко напоминает, но вблизи, друзья, это далеко не просеко. Может быть, мутационный, конечно, окрас цветения просеко. У меня стоит просеко, но совсем другого окраса и цвета. Но речь не об этом, а речь о том, что купив в 3 раза дороже, чем обычное стандартное цветение этой орхидеи, отдав за бабочку, я в следующем домашнем цветении получил орхидею не бабочку. Хотя вот корневая, смотрите, такая прям у меня, мы ее пересадили, она так хорошо за этот год отросла, смотрите, какая прелесть. У нас маховой фитиль здесь, все как положено, все как мы любим. Орхидея сама по себе вкусная и интересная, но, к сожалению, не бабочка. Чем-то этот Лас-Вегас, да, издалека напоминает мутационного цветения. Итак, друзья, первое мое разочарование. Идем дальше. Из той же области. Следующая орхидея, взрослая, слоноподобная. Вот такая вот красотка. Смотрите, какой монстрик. Была она, орхидея, приобретена такой, знаете, роскошной, шикарной бабочкой. И в магазинном цветении год назад тоже, перед Новым годом прошлым. И сейчас у нее первое домашнее цветение после магазинного. Посмотрите, вот этот цветок у нее с защипами, ну, такими, знаете, еле заметными. Второй листок, цветок, видите, с одной стороны защип, с другой стороны защипа нету. Здесь цветок вообще в чистом варианте, то есть вообще защипов нету. То есть такая, знаете, получилась полубабочка. Естественно, в таком состоянии, когда орхидеи полубабочки, их продавцы продают намного дешевле, чем когда у нее 100% цветки все бабочковые. И, естественно, если орхидея в стандартном цветении, она в разы дешевле, она по цене стандартного. То есть вот такое тоже первое домашнее цветение этой бабочки, и она оказалась не бабочкой стопроцентной, а полубабочкой. Идем дальше, друзья. Сейчас пока только мы о плохом. Ровно год назад у нас в середине января выходило видео, в котором я показывал орхидеи Eichsitz Spot Leopard, показывал орхидеи Little Emperor и показывал орхидеи Black Marble. Тема видео была в том, что, ну, тоже очарование и разочарование, в том числе разочарование продавцов, где я в видео показывал орхидеи, что купил у продавца орхидеи, заявлено был по сорту одна орхидея, а процвела орхидея абсолютно даже рядом не стоявшая, не похожая и так далее и тому подобное. Я написал продавцу то, что произошло, что покупал одно, а получилось, расцвело совсем другое. И это даже не ошибка цветения. Ну, одно дело, когда вот я только что показал орхидеи, да, что я купил, какую купил орхидею, такая вот она и расцвела, но только в другом цветении, да, то есть не бабочка. Но я понимаю, что это тот сорт или не тот. А здесь вообще, друзья, покупалось там, допустим, биглип размером, цветок размером с мою ладонь, по окрасу похожий на каменную розу, но только биглипчик, расцвел мини-биглип, который продается у Юнгхома, как обычная стандартная менюшечка, мультифлорочка, по 240 рублей, а покупалась она как большой биглип, похожий на каменную розу, за 800 рублей. Чувствуете разницу? А расцвел вот такой в прошлом году. Это вторая орхидея из тех двух, которые я купил в прошлом году, год назад. Точно так же первая детка расцвела.
и мы ее уже успели разыграть на канале. И вот вторая детка год спустя точно так же, как и первая орхидея, расцвела вот такой же маленькой. На мои претензии продавцу продавец несколько дней молчал и ответил лишь только после того, сразу скандал закатился, после того, когда я снял то январское видео, рассказал о вот таких метаморфозах, что покупаешь одно, получаешь другое, и продавец молчит. Ну вот и вторая точно так же расцвела. Вопрос не в том, что бывают пересорты, не в том, что бывает даже сам садовник путает у себя в стране, у себя в теплице те или иные орхидеи, а претензия была в равнодушии продавца, в молчании продавца, и вот после того видео вылился такой скандал, и наше там сообщество поделилось на две части. Часть за продавца, часть там за нас. Но посыл в том, что продавец должен реагировать своевременно, потому что мы платим деньги, мы не получаем бесплатно эти цветы, и продавец тут же должен решать проблему. В моем случае проблема не была решена, а после того, как только видео вышло, начались разборки, закончившиеся скандалом. Ну ладно, бог с ним. Идем дальше, друзья. Теперь про орхидеи Little Emperor. Я уже в позапрошлом году собирался собрать небольшую коллекцию бабочек Little Emperor, маленького императора орхидею. Вот одна из них вот здесь вот на ваших глазах. И у разных продавцов, а именно у 3 продавцов купил в общей сложности 6 орхидей бабочек Little Emperor. Разного окраса, то есть 3 разных должно было быть, 3 разных, то есть все бабочки и все 3 разного они должны были оттенка быть. Но вот в прошлом году половина из них, точнее больше, почти все они, за исключением одной, процвели. Я снимал в январе видео разочарование, что одна орхидея процвела полубабочкой, то есть у нее одни цветочки были с защипами с одной стороны, а с другой стороны без защипов. А у второй орхидеи Little Emperor вообще защипов не было. На что один из продавцов мне написал, что нужно оставить орхидеи на второе цветение. Кстати, и много мне писали зрителей в комментариях, что по первому домашнему цветению нельзя судить. Нужно обязательно по второму. А я говорил, что если орхидея сразу же в первом домашнем цветении процвела не так, как она должна была процвести, то с большей вероятностью во втором и во всех последующих цветениях она уже не будет цвести так, как она была заявлена и так, за какую вы платили денежку, покупали орхидею. И я оказался прав. Мало того, что та орхидея в первом своем цветении, которая 50 на 50 процвела, она зацвела вообще во втором цветении домашнем, ничего не напоминает пилорика, бабочку. Но и вторая орхидея, которая процвела в первом цветении обычным окрасом, и за нее продавец говорил, что у этой орхидеи на бирочке стоит аббревиатура ES. Видите, там Little Emperor ES в конце буквы ES. Это как будто садовник подтверждает закрепленную мутацию. И вот даже с такими, как вроде бы, как знаете, ES, это гарантия того, что гарантия самого садовника, что это закрепленная будет мутация. И здесь высока, прям вот максимальная гарантия, что орхидея процветет так, как заявлено была. Но в итоге, друзья, орхидея и в первом цветении, ровно год назад я ее показывал и помечал, что обычным она процвела, обычным.
год назад я ее показывал. Мы успели ее в конце прошлого года разыграть. Она только-только начинала цвести. И я на свой страх и риск думаю, вот разыграю, и она процветет бабочкой. Вот будет мне обидно и жалко. Ну, как говорится, разыграл так разыграл. Но она, видите, расцвела. Я уже отправил победителю этой орхидеи под номером 149 цветение, что эта орхидея процвела во втором своем домашнем цветении так же, как и вот в первый раз обычные, то есть бабочки нету, к сожалению. Но на мою радость победитель сказал: я не отказываюсь от этой орхидеи, я ее забираю. И такая же история с ES. И тоже с аббревиатурой ES, вот она тоже, видите, Little Emperor, ES, вот у нас тут, тоже она у нас цветет обычным. Две гарантированных орхидеи, которые должны были процвести бабочками, ни в первом, ни во втором случае, во втором домашнем, ни в первом домашнем, ни во втором сейчас домашнем не процвели бабочками. И та орхидея, которая в прошлом году цвела 50 на 50, вот я ее помечал 50 на 50, процвела, друзья, на 100% тоже, к сожалению, не бабочкой. А вот такая вот, друзья, грустная история. Хотя это без ES, то есть это другого окраса должна была быть. Отличаются ли они вообще? Нет, друзья, не отличаются. Еще раз повторюсь, покупал 6 Little Emperor у разных продавцов. И все из этих 6 только одна процвела бабочкой. Вот жду ее второе домашнее цветение. Ну а оставшиеся 5 из 6 по второму кругу зацвели, к сожалению, не бабочками. Вот такое вот, друзья, расстройство. Ну, просто мораль, знаете, в чем? Я объясню. Например, в ситуации вот с этой вот орхидеей. На тот момент, когда я заказывал сорт, который продавался под, какой продавался Black Marble, на тот момент предложений было мне несколько купить ее, но я купил в другом месте, вот у того продавца. В тех местах отказался. И на мое расстройство именно люди, которые в других местах покупали, у них расцвело все как положено. Там садовник не напутал сорта. В этом случае, друзья, садовник и напутал, то есть не то, что я хотел, получил, и потратил деньги, и не купил то, что хотел. Сейчас тот сорт не продается, который я хотел купить. И еще на сегодня последнее разочарование, но оно, знаете, разочарование, очарование. Это орхидея Пемс, вот такая. Это Спанч Боб. Покупался этот Спанч Боб, друзья, бабочкой, тоже бабочкой. И вот, наконец-то, маленьким таким вот гномом я долго-долго ждал, когда он наконец-таки расцветет. Покупал, не жалко, покупал, друзья, за копейки в микробном состоянии. Ну, микробы, сами знаете, стоят копейки. Вот. Но пришлось подождать, наверное, года 2 точно ждал, когда он вот дойдет до первого домашнего цветения. И не бабочка, не бабочка, Спанч Боб, друзья, в стандартном окрасе. Я не знаю, видели вы или не видели стандартном, точнее не окрасе, а стандартном цветении. Вот такой вот, друзья, Спанч Боб. Но он мне нравится, потому что он такой желтый, такой, знаете, плотненький. Вот, с такими, знаете, фиолетово-свекольными пятнами. Очень-очень интересная такая, как коровка он, пятнистый. Интересная орхидея, очень интересная. Так, ну а теперь об очаровашках. Итак, начнем. Первая очаровашка. Тоже с микробного состояния, долго-долго ждал ее, эту орхидею. Ну, это обычная стандартного цветения орхидея
Я вот ни за что не догадаетесь, как называется эта орхидея. Это сфинкс. Просто сфинкс. Вот такая вот интересная, тоже желтая. Это сегодня у нас еще не последняя, друзья. Свекольно-черного такого, видите, окраса. Смотрите, какая прелесть. Это сфинкс. У нас есть лека-сфинкс, на чармер похожая. Вот здесь, вот помните, я показывал вам. Не на чармер, а на... Ну да, на чармер и на Биг Бен. А это просто сфинкс. А вот такой вот, друзья, красавчик. Вот, я им очарован. Да, очарован. Тоже долго ждал, и вот дождался. Следующая орхидея. Самая вкусная я в конце покажу. Вот такой вот джентльмен, друзья. Орхидея бабочка. Покупал как бабочка, и как бабочка он расцвел. Вот с такими защипами. Он еще до конца не раскрылся. Тоже в маленьком был размерчике. Это, друзья, орхидея Анмио Gentleman. Сейчас я покажу название. Он еще до конца не раскрылся, потому что он только вот прям буквально только прям вот раскрыл свои бутоны. И по всем бутонам я вижу, что это 100% бабочка заявленная. Джентльмен. Орхидея Джентльмен. Вот такая вот красота. Дождемся полного его распуска. Вот, полного распуска. И тогда я уже его крупненько вам покажу. Ну и самое вкусное, обалденная, друзья, незнакомка. Она просто роскошная. Тоже я 2 года ждал, когда она зацветет. И вот, наконец-то, она зацвела. Я не знаю название. Это вот такой вот биглипчик, друзья. Мини по размеру. Посмотрите, тоже желто-свекольно-белый, такой роскошный, просто обалденный. Издалека посмотрите, как он смотрится. У него нет названия, я просто не помню, у кого я его купил, где я его купил, точно когда я его купил. Есть маркировка, но я так полагаю, это Мики, какой-то Мики от Мики садовника, но какой именно сорт, что за орхидея, что за мини-биглипчик такой роскошный, я, друзья, честно говоря, не знаю. Вот такой вот. Нужно будет мне его поискать по сайтам, по садовникам, по каталогам, посмотреть, что это за такой красавчик. Расцвел просто обалденный. Знаете, какая-то уменьшенная копия танцора. Есть у нас танцор, биглип, тоже желтый, свекольный. И вот уменьшенная копия. Вот получается, что все 3 вот этих вот, такая в одной серии. Вот эти вот 3 орхидеи. Смотрите. В одной серии, в одной цветовой, одних цветов, но разных по форме. Смотрите, какая красота. Мини такая коллекция. Смотрите, какие красавчики. Это вот очаровашки мои. Ну еще Анмио. Джентльмен. Еще джентльмена сюда. Но он, к сожалению, не раскрылся до конца. Вот. Но эти прям вот такие красавчики. Все, друзья, вот такое вот сегодня видео. Еще раз предостерегаю вас и, как бы, знаете, говорю вам, не возлагайте огромной надежды на орхидеи бабочки, цветущие в магазинном цветении, на орхидеи подростки с заявленным, как бы гарантированным мутационным цветением. Высока вероятность, что этого в домашнем цветении не будет. А если в первом случае оно было 50 на 50, то с большей вероятностью во втором случае оно повторит свое стандартное цветение. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья, до встречи в следующем видео, всем пока.